Знакомьтесь, это Лиза. Лиза каждый день с 9 до 6 работает в офисе. Сидит за компьютером, собирается на скучные совещания и любит прогуливаться в кофемашине. Но как только синоптики передают, что надвигается ураган, Лиза бросает все, прыгает в самолет и... Нет, не улетает куда подальше, а летит просто в самое сердце бури. Такая ж у нее профессия. Добро пожаловать в Майами. Это жизнь других. Кажется, что типичный житель Майами только то и делает, что ездит на блестящем кабриолете, попивает коктейль у бассейна и катается на белоснежной яхте. Но когда он эту яхту швартует, а кабриолет паркует в гараже, начинается обычная жизнь без мишуры и прикрас. Она-то меня сегодня и интересует. Если бы я родилась в Майами, то вполне возможно, что это произошло бы просто на вечеринке в огромном доме у Лони. Ведь он, как нормальный житель этого города, устраивает их минимум раз в неделю. Но, конечно, старается чаще. А может быть, я была бы как Софи. То есть училась бы в университете и жила бы в общежитии. А значит, в таких условиях, которым могли бы позавидовать многие владельцы апартаментов. Но больше всего мне бы хотелось исследовать ураганы, как Лиза. Тогда я бы с нетерпением ждала очередного урагана, чтобы как можно быстрее прыгнуть в самолет и полететь просто в сердце бури. А вот если бы я не родилась в Майами, а рожала, то рядом со мной наверняка рожали бы десятки иностранок. Ведь именно в этот город приезжают сотни беременных женщин, просто чтобы здесь родить. Причин родового туризма несколько. Первое – это высокое качество медицины. Второе – это невысокая стоимость по сравнению с другими штатами. Третье – теплый климат. Ну и четвертое – каждый, кто родился в США, согласно Конституции, становится гражданином США. Если рожать без страховки, то обычные роды вам обойдутся в 5-10 тысяч долларов, в зависимости от врача и госпиталя. Однако, если вы местная женщина, то страховка у вас наверняка имеется, но и она покрывает далеко не все. Все мои расходы на роды и период беременности покрываются страховкой компании, в которой я работаю. Но если я захочу сделать эпидуральную анестезию, то она в страховку не входит. Мне это обойдется в 2000 долларов, но я уже все решила и буду ее делать совершенно точно. Большинство американских женщин предпочитают естественные роды. Но в нашем случае в словах «естественные роды» подразумевается анестезия. И это разумно. Зачем страдать и мучиться, когда можно получать от процесса удовольствие? Особняком для Майами стоит и тема детской безопасности. С момента рождения в больнице ребенку надевают специальный браслет, который звуковым сигналом сообщает о приближении кого бы то ни было. Конечно, повышенное внимание к охране детей на этом не заканчивается. Не заканчивается оно и в детском саду, и в школе. А ведь они здесь бывают в одном месте. Именно в такое место я и пришла. Знакомьтесь, это Джулай, директор школы. Она нам здесь все и покажет. Hello. Здрасте. Так, слушайте, на первый взгляд школа как школа, да, ресепшн. Ой, а тут я смотрю, что это у вас? Это система слежения. В каждом классе есть камеры. Родители в любой момент могут прийти и посмотреть на своего ребенка. Но это закрытая система, смотреть можно только здесь. Так, а скажи мне, а что вот это такое? Это для отпечатков пальцев? Что это? Сканер отпечатков пальцев. Привести или забрать ребенка может только взрослый, отпечатки которого зарегистрированы в системе. Так мы четко знаем, кто пришел, кто ушел и кого нет.
Ну и, конечно, никто посторонний не попадет в здание. Ага, ну слушай, ну правильно, потому что это пропускная система. Знаешь, украл, и все, и ты можешь идти. Слушай, это здорово. Я все больная, я не буду. На всякий случай оставлять свои отпечатки пальцев. В Майами очень серьезно относятся к детской безопасности. Существует даже система оповещений. Если, например, в вашем районе пропал ребенок, то всем жителям приходит уведомление с описанием пропавшего. К сожалению, такие сообщения мы получаем чуть ли не раз в месяц. Ну так тихо в школе, так странно, знаешь, как-то непривычно. То есть у вас дети в коридорах не бегают? Нет, все это с той же целью безопасности. У каждой группы в классе есть все необходимое. Они там проводят перемены, там же обедают и там же спят. Заходи, здесь группа детсада. Привет, ребята. Ты смотри, там двери, они выходят на улицу, да? Отсюда прямо из класса. Это дверь на игровую площадку и также аварийный выход. У нас каждый класс оборудован такой. На случай пожара или еще какого-то бедствия. А я знаю, что еще в Майами часто бывают ураганы. Вот вы как, детей учите, у вас какие-то есть занятия? Да, для этого мы постоянно проводим учебные тревоги в игровой форме. Кроме того, дети всегда спят в обуви. Ведь в любой момент может прозвучать реальный сигнал, и лучше не терять время на то, чтобы обуваться. В этот детский сад дети идут с 1 года, а в 5 уже переходят в младшую школу. В данном конкретном случае просто переходят через коридор. Здесь у нас уже младшие классы. О, тут уже, смотрю, у детей компьютеры. Ну, видишь, сразу видно, что дети постарше. Тоже и туалет тут свой, да, и здесь они... А чем вы кормите их? Они приносят с собой или у вас есть обеды? Кто хочет, берет с собой. Но мы кормим завтраком, обедом и полудником. А кухню всегда стараемся разнообразить. Не поверишь, но как раз сегодня на обед будет борщ. Не хочешь попробовать? Конечно, удержаться от дегустации американского борща было непросто, но я смогла. Вместо этого решила пойти туда, куда первым делом идет любой человек, который приехал в Майами – на пляж. Но, конечно же, со своими целями, а именно пообщаться с местными спасателями. Ведь мне сказали, что спасателям можно устроиться сразу после школы. Правда ли это? Спросим у Лестера. Ну что, ты наблюдаешь туда? Как дела у тебя сегодня? Никто вообще не купается. Да просто рано еще. После обеда набегут, тогда начнется серьезная работа. Скажи мне, а что нужно уметь или, не знаю, заканчивать, чтобы в Майами быть спасателем? Надо закончить специальные курсы. Это несколько месяцев. Потом сдать тесты по физкультуре и плаванию. Ну и каждые полгода проходить перепроверку. А ты сколько работаешь уже спасателем? 12 лет. О, так ты уже такой практически, я не знаю, пенсионер. А есть какое-то ограничение по возрасту, что здесь нельзя работать старше скольки-то лет? Да нет, такого нету. У нас есть народ и в 65 работают. Единственное, что младше 18 нельзя. Со скольки до скольки ты работаешь? С 9 утра до 6 вечера. Поэтому в остальные часы лучше не купаться, потому что спасать некому. Ты знаешь, сколько ты людей спас? Считал? Нет, у нас считать не принято. Но в сезон только на нашем пляже мы за неделю по 3-4 человека вытягиваем. А если по всему Майами, то счет идет на сотни. Лестер рассказал мне, что нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Главное смотреть на флаги, что висят на вышке спасателя. Зеленый значит плавать можно везде. Желтый – не заплывать за буйки. Красный – штормовое предупреждение, в воду лучше не лезть вообще. А если пурпурный, значит в воде может быть опасная живность. А тебя кто-то контролирует, твою работу? Да, конечно, есть супервайзер. Но я и так всегда на вышке. Если надо отлучиться по нужде, то есть коллеги, которые меня подменят. И потом мы всегда на радиосвязи с соседними вышками. А скажи мне, а вам доплачивают, если вы спасли кого-то? Нет, конечно, у нас ставка. Бывает, сами люди приходят, предлагают деньги в качестве благодарности. Но зачем мне это? У нас ведь самая высокая зарплата среди всех спасателей в США. Спасатель в Майами – это хорошая работа. Ну да, поэтому про вас и фильмы снимают. В среднем местный спасатель получает $50 000 в год.
И хоть местные говорят, что для комфортной жизни здесь надо зарабатывать как минимум 80, средняя зарплата по городу такая же, как и средняя у спасателя – 50. Такая же, скажем, у медсестры или продавца в магазине. А если хочешь зарабатывать больше, иди учиться в университет. Однако за него тоже надо платить. Для каждого студента и университета цена обучения разная. Есть системы скидок, стипендий и поощрений. Но если меня возьмут туда, куда я планирую, то моя семья будет платить 60 тысяч в год. Но с проживанием придется решать отдельно. Как именно студенты в Майами решают жилищные вопросы, я решила посмотреть лично, заглянув в типичное местное общежитие к знакомой студентке Софи. Я, ты знаешь, все время вот поражаюсь, как живут вот эти бедные несчастные студенты. Ты одна тут живешь? Нет, нас здесь 4. Слава богу, а то я уж думала, что все это твое. Так, значит, вот это вот студенческая кухня, которая находится непосредственно в апартаментах. Посудомойка у бедных студентов, микроволновая печь. Единственное, чего нет, это духовки. Она запрещена по технике пожарной безопасности. Но зато все это здесь уже было. За свои деньги мы купили только тостер и соковыжималку. И шахматы. Вот это студенты. Или ходите на вечеринки? Нет, я так устаю, что на вечеринке не хватает сил. Поэтому мы с моим парнем играем в шахматы. А сколько тебе лет? Мне 21. На всех 4 в этих апартаментах есть 2 санузла и 2 кладовки. По сути, общая только кухня и гостиная. Комната у каждого своя. Вот здесь мое гнездышко. Это вот уже непосредственно твоя комната, где ты живешь. Ну, такая хорошая кровать. Была кровать тут, или ты покупала сама себе? Нет, вся мебель здесь уже была. Что тебя вот тут не устраивает? Потому что мне так кажется, что такие, ну, хорошие апартаменты для жизни студента. Честно сказать, все устраивает. Вообще не к чему придраться. Что это за жизнь студенческая, понимаешь, которая говорит, у меня, говорит, все есть, меня все устраивает. А почему у тебя холодильник личный в комнате, чтобы никто твою еду не ел? Честно говоря, да. Знаешь, когда один холодильник на 4 человека, еда имеет свойство мистически исчезать. Ну вот вам и пожалуйста. В какие условия их не помести, а студенты везде остаются студентами. Ванная здесь мне очень нравится. Вообще все окей. Да, конечно, окей. Слушайте, я вам хочу сказать, что не видели вы жизни. Еще сидит Жанка на унитазе и учит студентку жизни, так сказать. София, ну а скажи, то есть у всех студентов такие общежития, такие комнаты, апартаменты или только у вас? Не у всех. По сути, это самые простые. Остальные для 2 человек или для 1. А это разница в цене, наверное? Да. Если мы платим $5000 в семестр с человека, то там 6-7. Я точно даже не знаю. Дороже, да? Ага. А сколько стоит обучение твое вообще? 3-4 за семестр. Зависит от количества предметов. И еще отдельно я еще трачу около 1000 на книги. У тебя, получается, проживание в общежитии стоит дороже, чем обучение? Да. Ну, слушай, хорошие зато условия жизни. Если вы планируете путешествие в Америку, я вам рекомендую компанию Top Riders. Это профессиональный организатор деловых и семейных поездок по США. Консьерж-сервис VIP-класса, который воплотит все ваши пожелания, а также окажет визовую поддержку с записью на собеседование в Москве или в Екатеринбурге. Уже сегодня Top Riders подготовили для вас 5 уникальных маршрутов по США, которые можно скачать по ссылке в описании. Доверьте им свое путешествие и сохраните время, нервы и деньги. В принципе, я даже не знаю, есть ли в Майами места, где условия жизни плохие. Вокруг только блестящие небоскребы с апартаментами или красивые виллы с бассейнами. Все здесь располагает к праздному времяпровождению, спокойному отдыху и релаксу. Но, конечно же, это только картинка. Как всегда, есть и обратная сторона медали. Ведь Майами – один из самых криминальных городов США.
Я уже много лет управляю одним из лучших частных детективных агентств в городе. Для Майами наши услуги настолько востребованы, что за все это время у меня практически не было отпуска. Чтобы лично узнать о всех нюансах профессии, я пришла в бюро к частному детективу Виктору. Но ему вдруг позвонили и срочно сказали куда-то выезжать. Поэтому он согласился поговорить только во время работы. Ну, слушайте, это же даже интереснее. Так сказать, меня взяли на дело. Так, подожди, куда мы сейчас едем? Я веду дело о супружеской измене. Муж заказал проследить за женой. И сейчас мне позвонил информатор из ее офиса и сказал, что сегодня с любовником она будет в ресторане. Так что едем в ресторан. Слушай, прямо аж я ж так нервничаю, тебе хочу сказать. Поначалу все нервничают, но это простое дело. Моя задача — сделать фотографию с доказательствами. Это несложно. Встреча любовников всегда отличается от остальных. Они не удержатся потрогать друг друга за ручку, погладить по щеке и так далее. Да, так это для этого не нужно, знаешь, профессионала нанимать. Можно самой у подружки взять машины и проследить, что он и куда едет. Нет, ты не можешь. В США для того, чтобы за кем-то следить, нужна лицензия. Иначе это криминальное преступление. Кроме того, это же надо уметь. Конечно, работа частного детектива – это не только расследование супружеских измен. Они, как и полиция, берутся за все. И похищение людей, и корпоративный шпионаж, и кибератаки, и даже расследуют те же полицейские преступления. А скажи мне, почему вот частных детективов нанимают? Полиция не справляется с этой работой, да? Да, они перегружены. У одного детектива полиции может быть по 30 дел одновременно. Мы же за столько не беремся, поэтому работа качественнее. Но все равно к нам в бюро каждый месяц приходит по 20 новых клиентов. Большинство частных детективов – сами бывшие полицейские, которые ушли на частную практику после полицейской пенсии или же просто решили открыть свое дело. Это выгоднее, да и здесь банальное техническое оснащение лучше. А у тебя, такая камера, то есть ты из машины фотографируешь, а у тебя что-нибудь еще есть, я не знаю, какие-то скрытые какие-то, в кино показывают, знаешь, маленькие какие-то камеры или подслушки? Конечно, у меня даже в часах есть камера. Есть и другие девайсы. Остановимся, я покажу. Но даже телефон – отличный инструмент. Просто припарковался и фотографируешь через тонировку. А в Америке вообще разрешено затемнять окна? Переднее запрещено всем, кроме детективов и полиции. Так тебя можно вычислить, что ты полицейский? Нет. Ты видела хоть одного полицейского на такой машине? Услуги такого частного детектива, как Виктор, будут стоить $100 в час. Однако за дело он возьмется только если клиент оплатит не менее 10 часов. За одно расследование можно заработать и 10, и 15 тысяч. Это при том, что зарплата городского полицейского 50-60 тысяч в год. Так, мы приехали к ресторану. Так, а ты будешь сейчас в машине сидеть или пойдешь куда-то туда? Буду сидеть, пока они не придут. Если сядут на улице, то можно и не выходить. А если внутри, тогда буду заходить и снимать на скрытую камеру. А сколько ты можешь так сидеть в засаде? Сколько часов? Сколько нужно, пока они не появятся. На прошлой неделе 15 часов сидел. То есть, подожди, я правильно понимаю, что есть сначала вы собираете доказательства на обман, потом предоставляете это все заказчику, потом заказчик идет в суд? Нет, во Флориде такие фотографии не являются доказательством в суде. Это исключительно личный интерес. В суде сработает только доказательство того, что один из супругов потратил общие деньги на любовника. Но сейчас у нас задача сделать фото, так что ждем. Хоть $100 в час я и не зарабатываю, но свои 15 часов я решила зря не тратить. Поэтому попросила Виктора позвонить мне, когда появится объект расследования. А пока загляну в гости к Лоне, которая живет неподалеку в своем огромном коттедже. Лони! Привет, Жанна. Добро пожаловать домой. Конечно, Хом, тебе вещь. Слушай, хоромы так хоромы. Показывай. Да ты не спеши, не суетись, ты же в Майами. Сейчас все покажу. Идем.
Ну, давай начнем с кухни. Раньше она была маленькая, но я сделал больше, потом еще больше, потом еще. Теперь она огромная. Очень удобно для вечеринок. Это шкаф или холодильник? Холодильник. Можно посмотреть? Конечно, давай вместе. Ого! В этой части у нас очень полезная еда, а в этой очень неполезная. А вот здесь самые популярные напитки в Майами. Это я поняла. На завтрак, на обед и на ужин, да? Всегда, просто всегда. Здесь у меня игровое пространство и барбекю. Каждое воскресенье мы с моей девушкой устраиваем тут вечеринки. Так что бери операторов и приходи. Как вы уже догадались, Лони человек не бедный и большой любитель потусоваться. Впрочем, эта черта характерна для многих жителей Майами. Они даже дома строят с расчетом на вечеринки. Вот у Лони территория на 3000 квадратных метров. Большая поляна, барбекю, бильярд, огромный шкаф с алкоголем, ну и, конечно, бассейн. Ну, ты явно здесь и не пользуешься им, да? Я просто сам его чищу по настроению, поэтому он не всегда чистый. Кстати, за всем садом и растениями ухаживаю тоже сам. Мне нравится работать руками, ну и потом, чем-то ведь надо целый день заниматься. Ну, конечно, это же приятные хлопоты. Это правда, что в Майами, говорят, ты утром проснешься, хочешь пойти прыгнуть в бассейн, а тут у тебя могут отдыхать аллигаторы, крокодилы часто. Да, в моем районе бывает, крокодилы заходят на территорию, а сегодня утром я поймал и вынес огромную игуану. Флорида – это тропики, так что здесь правда много опасной живности. Но если вы встретили животное в городе, это значит, что оно просто заблудилось и боится вас больше, чем вы его. Поэтому я к ним отношусь просто как к гостям. А это спальня моя и моей девушки. Какой у тебя вид шикарный. Да, все это виноград, а когда он цветет, тут настоящая красота. Такую ни за какие деньги не купишь. Вот что я называю красивой жизнью. То есть для того, чтобы жить хорошо, нужно очень, наверное, много работать в жизни. Да, я тебя умоляю. Вот иди сюда, посмотри на это. Конечно. Все, я поняла. Для хорошей жизни не обязательно много денег. Достаточно набрать ванну воды и взять в руку бокальчик. А это не так дорого. Видите, как мало нужно для счастья. Вода, бокал вина, солнце, пальмы. И чтобы это все находилось в Майами. Вот правда еще нужно заработать на такой дом и его содержание. Сколько это стоит, я у Лони даже не спрашивала. Мне кажется, он и не считает. За этим я обратилась к профессиональному риэлтору. Если вы ищете новую недвижимость в Майами высокого уровня, на первой линии возле океана готовьтесь заплатить примерно $20 000 за квадратный метр. Но это топ-уровень в отличном месте. Неудивительно, что с такими ценами здесь предложение превышает спрос. И очень многие дома попросту пустуют в ожидании покупателя. Кроме того, арендовать недвижимость здесь выгоднее, чем ей владеть. После покупки дома вам рассчитывают специальный налог, который зависит от его цены. И этот налог теперь нужно будет платить каждый год. Это немного меньше 2% от стоимости. Скажем, если дом стоил $1 000 000, то вы будете платить $18 000 в год. И это не учитывая страховку, не включая коммунальные и даже не задумываясь о том, что во Флориде в любой момент может налететь ураган и разобрать весь ваш дом на щепки. Проблему природных катаклизмов пытаются решить ученые из Центра исследования ураганов, которые находятся прямо здесь, в Майами. Наша основная цель – это понять ураган. Разобраться, где пойдет дождь, куда будут бить молнии и по какому принципу ураган создает наводнения, которые, по сути, и создают больше всего ущерба людям и недвижимости. Лиза и ее коллеги стараются изучить это природное бедствие настолько подробно, что даже летают внутрь ураганов на специальных самолетах. Лиза, то есть ты такая стройная, маленькая, прямо летаешь на самолете прямо в сердце урагана, я прям поверить не могу. Да, летаю с 2012 года. Уже даже не сосчитать, сколько у меня вылетов. Но, честно говоря, для меня это работа мечты.
То есть, когда начинается ураган, все люди прячутся, все люди в панике, а ты одна только летишь в сердце урагана. Но я, насколько понимаю, что ваш офис находится тоже в не очень благоприятной зоне, это так? Да, скажу больше. В самой неблагоприятной зоне это еще одна причина летать. В самолете безопаснее, чем в офисе. За все время моих полетов у нас не было ни одной аварии, ни одного несчастного случая. А ведь я была внутри ураганов Айзек, Сэнди, Мэтью, Ирма и урагана 5-й категории по имени Лейн. Слушай, а скажи мне, Алессандро, там, Карина, кто придумывает эти названия? Или вы даете названия тех, кого вы не очень любите? Нет, есть международная группа метеорологов. Они собираются каждые 5 лет и выбирают список имен, которыми будут называть предстоящие ураганы. Но если, например, Лейн был очень сильным, то его имя больше использовать никогда не будут. Зато он был невероятной красоты. Ураган Лейн мой любимый. Это было невероятно. Когда мы сквозь стену дождя, черных облаков и молний прорвались в глаз урагана, то попали в абсолютный штиль и тишину. Сверху в голубом небе светило солнце, снизу блестели лазурные воды океана, а вокруг бушевала буря. Насколько я поняла, что ваша лаборатория мало того, что находится еще в опасной зоне от ураганов, вам еще опасно приходить на работу, потому что у вас аллигаторы внизу могут выйти в любой момент погреться на солнышке. Да, у нас тут залив и много воды, поэтому мы часто их видим. Я одного даже напугала вчера. Но это круто, словно в зоопарке работаешь. Мне это нравится. Немного меньше, чем ураганы, но тоже нравится. Если вы все-таки не радуетесь крокодилам, как Лони или Лиза, но при этом хотите жить в Майами, то лучше всего селиться в квартиру или таунхаус. Туда живность заберется вряд ли, да и обойдется все гораздо дешевле. Об этом мне согласились рассказать Дин и Бренда, которые живут в квартире уже не первый год. А сколько стоят такие апартаменты в Майами? 2 комнаты, 2 санузла нам обходится в $1400 в месяц. Но тут не в деньгах ценность. Главное — найти такое место, где хорошие соседи. То есть для вас обязательное условие – это хорошие соседи. А если апартаменты хорошие, а соседи такие себе, то вы не купите эти апартаменты? Ни в коем случае. Здесь каждый дом или несколько домов – это как небольшое комьюнити. Ты же постоянно вместе с ними живешь. Поэтому перед арендой или покупкой желательно все самому разведать. Прийти на выходных, пройтись вокруг, посмотреть на людей, что они делают. Потом вернуться поздно вечером, еще раз посмотреть, нет ли каких-то дебошей и так далее. Ничего себе. И если вдруг вам соседи какие-то не понравились, то все, вы решаете, что ищем другие. Мало того, если и соседям потенциальные покупатели не понравились, то они также могут не позволить им въехать в новую квартиру. Здесь как настоящее собеседование. Со всеми надо познакомиться, поговорить и тогда решать. А собаку тоже можете себе купить только с разрешения соседей? Все зависит от внутренних правил дома. У нас собаки разрешены, но их вес, размер и порода строго регламентированы. Например, питбуля себе здесь никто не заведет. В таких домах всегда есть внутренние правила и законы, под которыми новый житель ставит свою подпись. Например, всегда убрать за своей собакой, не приносить стекло к бассейну, не оставлять мусор и велосипеды в подъезде, не собирать хлам в квартире или на балконе и так далее. То есть и вечеринку вы тоже не можете устраивать тут шумную, потому что, да, соседи будут против. По закону можно до 10 вечера. Потом надо быть потише. Но если ты давно живешь в таком доме, у тебя на вечеринке все твои соседи, то, конечно, вы можете гулять до глубокой ночи. А вообще ходят вот в Майами друг к другу в гости часто люди домой? Да, конечно, часто. Но нужно понимать, кого приглашаешь. Ведь по закону, если ты у нас в гостях, то мы несем за тебя ответственность. Если я кому-то весь вечер наливал, а потом он просто ушел в неизвестном направлении и, скажем, сломал себе ногу или что-то натворил, то виноват буду я. Поэтому я как минимум обязан отправить человека домой на такси.
Ну, то есть, если человек говорит, не надо, дорогой, мне такси, машины, я хочу пройтись пешком. Если с ним что-то вдруг, не дай бог, случится, то вы тоже несете за это ответственность? Вполне возможно, но это уже судья решит. Я обожаю устраивать открытые вечеринки, но если ко мне пришел кто-то новый и подозрительный, то я его просто не впущу, потому что у меня страховка хоть и хорошая, но все-таки не резиновая. Ну как это так? Ну ничего себе! Если бы я жила в Майами, я бы не хотела, чтобы ко мне приходили в гости, потому что мало ли какие сумасбродные они могут оказаться. Это не только в Майами, так везде в США. Вы лишний раз подумайте, когда приглашать к себе гостей, нужны ли вам какие-то проблемы. Да нет, существуют же еще человеческие отношения и не только законы. Мы же приглашаем своих друзей или родственников, которым полностью доверяем. Но вот молодежь часто устраивает вечеринки с кучей незнакомого народу. Поэтому они даже берут у гостей расписку просто перед входом, что каждый отвечает за себя сам. Поразительно, но поиск жилья, да что там, обычные домашние посиделки могут закончиться настоящей детективной историей. Кстати, самое время вернуться к нашей детективной истории. Ведь буквально через полчаса после моего визита к Дину и Бренди мне позвонил Виктор и сказал, что птичка в клетке, в смысле объект, прибыл в ресторан. Наша парочка уже полчаса сидит в кафе, так что я уже сделал пару хороших фотографий. Но для тебя еще сделаю. Ну, так они сидят и общаются нормально. Не просто общаются, они держатся за руки и выглядят как влюбленные. Давай я тебе покажу, что у меня есть. Ну, давай, покажи. Точно. Видишь, а я отсюда не вижу. В принципе, вот и все. Мне этого вполне достаточно, чтобы показать клиенту. Но здесь еще важно знать, как и когда ему об этом сообщить. Несколько лет тому мы вели дело о измене. Наш детектив выследил мужа клиентки с любовницей. Они занимались любовью в его машине. Детектив сразу позвонил сообщить об этом клиентке. И это была его ошибка, так как она на эмоциях тут же села в авто, примчалась на парковку и с разгону врезалась в машину мужа. Итог был плачевный. А скажи мне, а что у тебя еще есть, кроме вот фотоаппарата? Что-то есть еще? Ну, телефон, понятно. Да, я же тебе обещал показать. Смотри, если бы они, например, сели внутри кафе, тогда я бы мог надеть кепку. Здесь в козырьке есть камера. И потом делаешь вид, что поправляешь кепку, на самом деле нажимаешь кнопку для съемки. А ты нажимаешь так, чик-чик? Второй вариант – это часы. Здесь то же самое. Внутри фото и видеокамера. Есть еще ручка с камерой и так далее. А скажи мне, это где можно купить? В простом магазине? Любой человек может купить или только специалист? У меня прямо в офисе есть магазин, где каждый желающий может это купить. Это тоже часть бизнеса. Знаешь, как футбольные клубы продают футболки, так и мы. Как рассказал Виктор, такой девайс, как, например, ручка или кепка, можно купить за $100. Но это качественное профессиональное оборудование. Если вам просто побаловаться, то китайские аналоги можно найти и $10. Однако там и качество соответствующее. Вот еще камера ночного видения и бинокль. Так, вижу своего оператора. О, смотрю, кофе пьет, ничего не делает. Ага, понятно. Вот и я кое-что узнала, видишь, как... А тебе, ну, я не знаю, может, приходилось когда-нибудь там переодеваться в какую-то одежду, знаешь, чтобы тебя там не узнали? Да, постоянно. Всегда нужно соответствовать месту и не выделяться. У меня в багажнике лежат шорты, пара разных курток, гидрокостюм, несколько рубашек, футболок и кофт. Есть накладные усы, да, даже бакенбарды есть. А в женщину не приходилось переодеваться? Нет, это бессмысленно, и потом у нас есть детектив-девушка. Так, ну что, мы здесь закончили. Я тебе могу сказать, что это какое-то было легкое дело у тебя. Ты, конечно, мне извини, какие-то дураки пришли в бар на улице сидеть. Для меня это просто, потому что я делаю это каждый день. Но конкретно это дело было и правда нехитрое. С другой стороны, на что-то сложное я бы тебя и не взял. Это ведь может быть опасно. А в Майами такого хватает. Несмотря на открыточный вид города, здесь и правда хватает неблагополучных районов или просто контрастно
отличных от остального Майами. А есть и такие, которые даже Америкой сложно назвать. Например, район Маленькая Гавана. Здесь живут преимущественно иммигранты из латиноамериканских стран – Кубы, Мексики, Гватемалы, Венесуэлы, ну и остальных. Туристы часто удивляются, когда узнают, что подавляющее большинство жителей Майами говорят не на английском, а на испанском. А здесь, в Маленькой Гаване, многие английского даже не знают. Честно говоря, весь город Майами – это словно пазл. Каждый его элемент – это район, который отличен от соседнего настолько, словно это другая страна. Но при этом все они вместе взятые складываются в одну общую картину. Моя знакомая Джейн решила как-то пройтись, погулять с собакой и со своим ребенком. Шла она, шла, все было прекрасно, забрела вот в этот район, и почему-то на нее стали все очень странно смотреть, жители этого района. Она не могла понять, в чем дело. А я вам расскажу, в чем дело. Дело в том, что есть районы в Майами, куда заходить с детьми и собаками строго запрещено. Такие районы по-простому можно назвать пенсионерскими. Здесь даже при въезде стоит табличка, что людям, которые младше 55 лет, здесь поселиться не получится. А ведь многим наверняка хотелось бы. Местечко довольно тихое и приятное, с бассейном и пальмами. Это правда, что в этом районе живут только пенсионеры? То есть, если ты младше, чем пенсионный возраст, тебя сюда не поселят или что? Или скажут, чтобы он больше платил? Нет, пенсионный возраст у нас 67. А здесь можно жить тем, кому больше 55. А еще их супругам, если те не младше 40. Но детям нельзя вообще. Только приехать в гости. То есть приехали на чуть-чуть, поиграли, поорали и домой к родителям. А вы тут давно живете? Я 14 лет. Я 2. А я уже 4. То есть вы же, наверное, где-то раньше жили, наверное. Почему вот приезжаете сюда? Вот вам так веселее, интереснее жить? Я раньше жила в Колорадо, и там очень холодно. А я из Нью-Йорка и приехал по той же причине. Майами вообще главная цель чуть ли не каждого американского пенсионера. Сюда переезжают очень многие, а часть тех, кто не хочет расставаться со своей родиной, покупают здесь апартаменты и словно птицы прилетают во Флориду зимовать. Как вот проходят ваши дни? Вы просыпаетесь? И обратно иду спать. Я иду плавать в бассейн. А после обеда мы собираемся здесь на посиделке с коктейлями. А жить вот в этом районе дешевле пенсионеру, нежели в другом районе Майами? Да, однозначно. Здесь аренда дома в среднем стоит $750 в месяц. А вы чем платите за аренду? То есть вам государство платит пенсию? Кому как, у всех своя система. Кому платит государство, кто накопил себе сам, но на жизнь хватает всем. Вы помогаете детям своим? Или дети помогают своим родителям, которые на пенсии? Мне моя дочь помогает. Она при деньгах. А мне ни копейки. Ну и я, честно говоря, не то чтобы что-то им давала. Оказывается, фактически все, кто живет в этом районе, приезжие из других штатов. Они переехали ради беззаботной, теплой пенсии. И нельзя сказать, что прогадали. А вы куда-нибудь ездите, не знаю, отдыхать? Или вот ваш отдых заключается именно находиться здесь? Да, я ездил в Калифорнию в прошлом месяце. В принципе, мы можем уехать вместе с домом. Ведь все эти дома передвижные. Да? Так, то есть ваш дом куда-то могут взять и перевезти вам? Да, просто прицепить к фуре и увезти. Но я ни разу не видела, чтобы отсюда уезжали. Сюда в основном приезжают. Мало того, у всех этих домов есть даже номерной знак, как у автомобиля. Заглянуть внутрь такого прицепа меня позвала Синди. Она в нем живет уже 7 лет. Ну вот внутри абсолютно нормальный дом. Посмотрите, кухня. То есть все тут есть, и раковина, и кофемашина. То есть абсолютно полноценная кухня. Обеденный стол, как бы зона для релакса, даже веранда для барбекю. Все это есть, представляете?
Здесь у нас тоже душ, туалет, раковина. Тут одна спальня и вторая спальня, которая, очевидно, сейчас, видишь, никто в ней не живет. Метров 60-65 вот занимает полностью вот этот домик. Даже, честно сказать, не верится в то, что его просто может так чик, взять, поднять и в том же виде перевести и поставить, чего не изменится. Жители Майами словно вечные туристы. Ведь, поговорив с ними, у меня складывается впечатление, что каждый местный куда больше отдыхает, чем работает. И его даже не сильно волнует уровень собственной зарплаты, так как свою расслабленную, неторопливую жизнь он на 100% считает счастливой. Жить в Майами – это загорать на пляже или исследовать ураганы, постоянно веселиться на вечеринках или распутывать семейные интриги, или просто приехать сюда на пенсию и вообще ничего не делать. Но какими бы разными ни были судьбы местных жителей, Майами им нравится по одной простой причине. Здесь тепло. И каждый день вечеринки здесь понимает мой испанский. И мой французский. Конечно, главное – это вечно теплый океан. А мне даже океан не нужен, достаточно валяться на пляже. Хорошие соседи. У этого города есть душа, и для меня это главное. Практически каждое место, каждое здание, каждая улица в этом городе кричит о роскошной и богатой жизни. Но какой бы красивой нам она ни казалась, она навсегда останется жизнью других.